Ты переехал, здорово? Куда переехал? Ну, ты же в Польше вроде. А нет, не в Польше, ты с Дании или Швеции, что-то такое, со Скандинавии. Живу в Финляндии. Да, да, да. Ну вот я говорю, переехал, у тебя сейчас Украина стоит. Да, переехал, конечно. Как давно? 7 лет назад. 7 лет назад. Нравится? Мне нравится, конечно. Блядь, ребенок плачет. А что именно нравится? Все нравится. Не, ну Вот просто все нравится. ты просто утверждал, что ты родился в Европе, а теперь 7 лет живешь в Украине, да? Родился здесь, да, конечно. У тебя сейчас телевизор идет? Ну, «Клан Сопрано» сериал. А на каком языке ты его смотришь? На русском. Я же русский. А что тебя связывает с Украиной? Абсолютно ничего. Ну ты же за Украину топишь, как я понимаю. Я топлю за Финляндию. Ну, блин, грамотный ответ. Но считаешь, что Украина права в конфликте с Россией, да? Я не считаю, что она права, я считаю, что она не виновата. Вот это интересная позиция. Слушай, я тут немножко даже с тобой соглашусь, потому что я думаю, что все это подстроено, все так сделано со стороны Запада, чтобы Украина и Россия сделала определенные шаги, которые бы их привели к взаимостолкновению. Ну и здесь как бы можно отчасти с тобой согласиться. Понятно. Так, может, есть вопросы какие у тебя? Не, я отвечаю на вопросы обычно. Слушай, а вот слышал Трампа заявление по поводу погибших? Он называл цифру. Ну, я видел что-то 700, что-то тысяч в Украине, что-то миллион в России. Ну, не знаю, не знаю. Да, да, Ну, я и про вот слышал, это. что. Как ты думаешь, Ну, если ты бываешь в Украине, как ты думаешь, эта цифра близка к реальности? да я вообще не знаю. Я не знаю, я хрен его знает, что там в Украине. Я там никогда не был в Украине, я не знаю. Так Я как без вот ты понятия. буквально пару дней назад у одного стримера говорил, что ты в гости, ну, как минимум туда вот в гости. Ну, приехал в гости, но я не живу в Украине, ты чё? Я не живу в Украине. Я Ну, никогда там не жил, я не гражданин Украины, никогда им не был. Я никакого окей, отношения к Украине вообще я, не имею. я не Я как утверждаю турист этого. приезжал просто, и все, как турист, и все. Это Я вот, не- знаешь, вот я в Японию, в Осаку приезжал, вот точно так же и сюда. Абсолютно никакой разницы. Просто я к девушке приезжал к своей, понимаешь? Ну, как бы, как тебе сказать, я не украинец, я русский. А как девушка смотрит на твою позицию, вот эту, как, ну, можно сказать, такую более нейтральную? Но подожди, ты мне говоришь нейтральная позиция. С чего ты взял, что у меня нейтральная позиция? Ну, ты так выражаешься, я до сих пор не могу. Украина как бы не виновата, но Россия... Украина не виновата, ну, конечно, конечно. Тогда, получается, Россия Абсолютно виновата. правильно. А кто напал? Ну, Россия напала. Напала? На что напала? На Украину? Ну, получается так. Это в 22-й год ты имеешь в виду? Ну, я видел, да, 22-й, да. Ну там, я не юрист, но насколько мне известно, были присоединены две республики, и они как вступили в защиту, да, за эти республики. Молодцы. Не, а почему ты эту... Я все равно считаю так. Окей, а почему ты эту версию отвергаешь? Какую именно версию? Что я отвергаю? Вот, Я тебе которую- ничего не говорю. Я Вот тебе ничего не говорю. Я тебе... которую я сейчас озвучил, я так понимаю, ты ее не воспринимаешь, эту версию. По какой причине? Вы можете там защищать, там Да я не признавать, пытаюсь никого присоединять, что защищать, я хотите. пытаюсь тебя понять. Не, я ж тебе говорю, смотри, вы можете там присоединять, там что-то защищать, что хотите, кого хотите. Делайте, что хотите.
И все. Ты понимаешь, что я гражданин Германии? Да я не знаю, мне все равно. Я И тоже вот не я с гражданин. тобой там. разговариваю, два гражданина, два европейца между собой об этом сейчас разговаривают. Я другой точки зрения. Я могу объясниться, почему я другой точки зрения. Я хочу тебя понять. Что сподвигло тебя? Вот ты говоришь, они напали. Я тебе говорю, они говорят вот так и так. Но ты это не воспринимаешь. Да пускай говорят, мне-то что? Пускай говорят. Ну, пускай я говорят. Общался и с людьми, которые жертвы всего этого конфликта, и общался. Мне этого достаточно. Мне посрать, кто там что в чат-рулетке мне рассказывает. Мне вообще похуй. Я не рассказываю, я спрашиваю у тебя. Блядь, вот это. Я не юрист, как и ты. Я не знаю, что там присоединяется, как это право. Это юристов спрашивай. Я тебе говорю, как среднестатистический наблюдатель, что я вижу, что, блядь, одна страна напала на другую, мне, блядь, этого хватает. А что там, какие, блядь, документы, не документы? Это, блядь, если такое было, там, что-то с документами, значит, блядь, дипломатия, не умеют договариваться, значит, надо других людей ставить. То, что они, блядь, не могут договориться, вот нас, блядь, кинули там в каких-то соглашениях, ну, кинули. Значит, блядь, не позаботились, блядь, о выходе, блядь, на дополнительном, блядь, черном выходе. Позаботились? Все очень это просто. Есть выход. Позаботились. Если, понимаешь? Если вы... Если бы они были блядь, лохами, себя... подожди. Если бы они были лохами, они бы это схавали. Но они не схавали. Они сделали то, что сделали. В жизни все хавают. Я тебе объясню, как они хавают. Я тебе легко объясню. Давай. Украина-то понятно, ладно, конфликт произошел. Вот я сколько смотрю, вот угораю каждый день. Даже, блядь, канал есть на Ютубе, огромный канал этому посвящен, я сейчас объясню. Вот страны есть: Латвия, Литва, Эстония, вот эти три маленьких государства карликовых, блядь, которые, блядь, граждан России, блядь, там с г***щем мешают просто, блядь. Учителей русских со школ выгоняют без пенсии, без нихуя вообще, блядь. Заставляют, блядь, их языки там, не языки, дрочат там население. Вы это, блядь, там эти русские, они хавают это, они не могут ничего защитить своих, блядь, русских. То есть ты сейчас потому что их везде... видишь, ты понимаешь, что сейчас с русскими, не только сейчас, обходятся несправедливо. Понимаешь, да, это? Да везде их, даже в Финляндии, я тебе объясню, вот прикинь, семья купила дом, например, себе, там квартиру, но много россиян в недвижимость вкладывались в Финляндии, там, из Карелии там покупали в Лапенранта, в Иматре, ну вот в приграничных городах, у кого-то бизнес. Этим в один момент правительство говорит: блядь, граждане России, с данного момента вы никаких сделок с недвижимостью осуществлять не имеете права. Если у вас есть квартира, вы плохи, даже не можете ее сдать в аренду. Это тыква, никому не всратая, вы все. То есть с людьми обходятся не все по бизнесы все справедливости, поджимали, правильно? потому что мне лохи. Подожди, лохи не лохи. Лохи это когда они схавают, но они не хавают. Они вертают свое. Да, и вот когда что? они придут в Латвию, Литву, Финляндию за своим, не надо орать потом о нас за шо. Понял? Понимаешь ты? А я тут при чем? Я этим не занимаюсь, я тебе в целом говорю, что я вижу. Я тут, блядь, при чем? Меня. Я-то кричать не буду, понимаю, я тут, блядь, при чем? Я прекрасно понимаю, с кем я общаюсь. Так, хорошо, На хорошо. финском, ну-ка Я мне тебе говорю то, что вижу. пару предложений. Sag mal was bitte. Wart mal, sag was bitte auf по-фински. Пар Я могу sinuga puhuta vabalt soome keeles ei ole mingit probleemi, vabalt puhuta ju. А теперь переведи мне, Sinuga что ты rääkida. сказал. Теперь переведи мне, что ты Могу с тобой свободно разговаривать на финском языке, нет никаких проблем. Окей, что ты сейчас сказал на финском? А, вот это Я могу с тобой общаться на финском языке, абсолютно нет никаких проблем. Хорошо, я через Google потом пробью, что ты... Да проверяй, господи. Вот можешь сейчас в гугле любое слово написать, где переведу его, блядь. Проверю. У меня финский, блядь, свободный. У меня C1, это разговорный, это как родной язык, блядь. А с тобой Я вот ты говоришь... еще в 10 финским уже владел, в 10 лет уже им владел.
ты родился там, как ты мог? Ты должен был И с рождения. родился, и жил в Карелии, я жил в Карелии, в России. А с тобой Да. как обходится финское государство, финское Так я правительство? гражданин Финляндии, бля, я гражданин Финляндии. Но русский. Конечно, конечно, А ты русский. гордишься тем, что ты русский? Конечно, конечно, горжусь. Конечно, Тогда я мне же русский. странно мне тогда твое отношение к своему народу, этническому Какому народу, народу? Какому к народу? русскому народу. Причем тут русский народ Ну вообще? ты же Я русский тебе человек. говорю, что русский народ здесь и ничего Россия с этим не делает. И Но это все, когда что я она тебе будет, сказал. подожди, но когда она будет делать, ты скажешь, Ну вот что они когда она напали. Они напали. поговорим, вот когда она будет что-то делать, Да она уже сейчас делает это на территории Украины, понимаешь? да при чем тут Украина? При чем здесь Украина? Вон каждый день, блядь, по этим, на посте во всех этих, на всех, блядь, все русские там рыдают, блядь, отжали недвижимость, блядь, отжали еще что-то. Блядь, что Россия делает? Мне вот до Заняты. Украины, кто мне до Украины? Я не живу в Украине. Я тебе говорю то, что тут я вижу, и все. А я и не Я тебе говорю просто сейчас, говорю, но что ты есть. ты недопонимаешь меня, смотри. Ты говоришь, у русских то-то забирают, с русскими так-то плохо обходятся. Так же было и на Украине. Вот сейчас они вертают свое. Когда там закончат, они обратят свой взор на те страны, которые ты сейчас мне тут перечислил. Ага. Но когда они начнут свое забирать за уплоченное, вот такие люди, как вы, будете говорить, что виновата Россия, потому что она напала. Когда начнет, тогда, блядь, будем это Это обсуждать. уже Сейчас она так. Вот, хавает. к примеру, с Ну, Украиной. пока Россия хавает, пока что хавает говнище, пока что. Ну, поглядим, Ну, это посмотрим, что реально? поживем. Ну, поживи, посмотри, конечно. Конечно. Конечно, посмотри. Если мне, знаешь, что, вот правда непонятно. Ты, с одной стороны, понимаешь, что с людьми обходятся не по закону. Ну, конечно. Да. Конечно. Когда они приходят счета, так сказать, сравнять, ты говоришь, они виноваты, потому что они напали. А как им сравнять? Слушай, подожди. Смотри, тему Украины, вот ты говоришь, сравнять, да, то, что в Украине происходит. Да. Смотри, я тебе что объясняю? Я тебе уже до этого один раз сказал. Я не знаю, как там что в Украине. Для меня Украина это вот где-то там. При этом Да подожди, ну дай я договорю. Ну сейчас, дай я закончу, я тебе отвечу на твой вопрос. Я отвечу на твой вопрос, любой. Смотри, я тебе просто говорю то, как оно есть в странах, которых я тебе перечислил. То, что происходит. Я тебе не говорю, правильно это, неправильно. Я тебе говорю твоя то, как оно интонация есть. об этом блядь. говорит. Да хорошо, ну пусть говорит. Можешь считать, что тебе заблагоразумится. Я этого не говорил. Это Окей, самое главное. Окей. Ты Принял. можешь додумывать, приписывать мне там, блядь, хоть рожки мне нарисуй, блядь, мне все равно. Я принял это, что ты катаешь? Все. А я к Украине отношения никакого не имею. Все, это, ну что мне Да Украина? я Украину тебе здесь как пример привожу, понимаешь? Я не знаю, что там было. Я тебе говорю то, что я своими глазами вижу. Я тебе Вот говорю бы только то, что я сам вижу. Подобное было. Не знаю. Говорят много, что было. Украинцы говорят одно, а россияне другое говорят. Не знаю, кому верить. Вот. Не знаю, сложно для меня очень. Да, я не но юрист, понимаешь, я не ставлю эти документы. Что виноваты те. Не знаешь, кому верить, а винишь Ну, уже понимаешь, тех. я косвенно как бы в этом замешан, я плачу налоги, плюс мое правительство Украину поддерживает. Ну, как бы я за Финляндию, понимаешь, как бы, ну, я вынужден Смотри, участвовать я в за этом. Германию, да, но я в оппозиции к своему правительству. Ты молодец, а я нет, а я поддерживаю свое правительство. Что? Ну, я поддерживаю свое правительство, я доволен их решениями, и то, что они делают в стране, я очень доволен этим. Мне очень нравится. Ну, не так хорошо, как Санна Марин, но тоже нормально. А я недоволен своим правительством. Ну, бывает такое, бывает. Да, в каждой стране есть люди, кто правительством недоволен. И в Украине, и в России, и в Финляндии, в Германии вообще есть такие. Вот 23-го пойдем голосовать в феврале. Голосуйте. Все верно. Голосуйте. Мы тоже голосуем. Как думаешь, через сколько я буду с тобой ролики делать, когда ты будешь говорить о нас за шо?
В плане, через сколько ты будешь со мной ролики делать. Ну вот сейчас идет запись. Кстати, ты даешь Ну, добро? ничто. Даешь добро, что я опубликую нашу беседу? Я маты Даже запикаю? даже если я скажу нет, ты все равно это публикуешь. Нет, нет. Хорошо, не даю. Тогда я пожелаю тебе удачи, потому что я уже полчаса потерял времени и не могу дальше себе этого позволить. Ролика не будет и потерял время. Давай, ладно. Как твой канал называется? Сам себе на уме. Ну выкладывай. Выкладывай. Тогда продолжим. Я у всех так спрашиваю и... Слушай, вот у меня вот вопрос. А почему ты спрашиваешь? Ну потому что как? Ты вот сейчас мне дал добро или запретил. Если человек запретил, я выклал на YouTube. Человек увидит себя, он может пожаловаться и все. А так ты уже в видео сам Так это свободное место, это общественное место. Здесь Да, можно но записывать. это уловка, я сейчас объясню тебе. Если ты найдешь, рулетка это предоставляет, да. Но если ты найдешь такую платформу типа Ютуба, где короче, вот не учитывается, да, вот этот момент. Но YouTube, там правила читаешь, и, короче, может человек пожаловаться, да, и не будет этого. Даже если рулетка как бы предоставляет это, тут есть правовые проволочки. Я обращался, когда рулетка была это создана, я интересовался, задавал в поддержку, туда-сюда не ответили, типа читай. Там по российскому законодательству как бы все окей, но у нас тут Европа и, короче, приходится вот так делать, как я делаю. Понятно. Злодей переключился.